Огромные залы, заставленные полками, уходящими ввысь. Свитки и книги, пахнущие временем, шелест страниц, которые, возможно, никогда больше не услышит человек. Представьте себе место, где собраны ответы на тысячи вопросов, где переплетаются история и миф, наука и магия. Теперь представьте, что все это исчезает в одно мгновение, в огне, в набеге, в тишине забвения. Так рождалась одна из самых тревожных загадок человечества — тайные библиотеки древности, исчезнувшие, словно миражи. История хранит слишком много пробелов, слишком много теней, слишком много вопросов без ответов. Откуда у египтян были знания о звездах, которых, казалось бы, нельзя было наблюдать невооруженным глазом? Как шумеры могли описывать космос и планеты так, будто обладали картами, созданными тысячелетия спустя? Почему мифы народов разных континентов, никогда не встречавшихся, рассказывают одни и те же истории? Возможно, объяснение лежало на страницах тех самых библиотек, но теперь их нет. Самое загадочное в исчезнувших библиотеках — это не только утрата знаний, но и то, что они могли содержать. Представьте сотни тысяч свитков, написанных на языках, которые мы до сих пор не можем расшифровать. Представьте описание технологий, которые опережали свое время, или свидетельства о древних катастрофах, войнах и цивилизациях, чьи следы стерты. Эти хранилища могли бы перевернуть все наше понимание истории, а вместо этого оставили только догадки, тени и легенды. Среди них особенно выделяются 3 имени, 3 символа утраты. Александрийская библиотека, исчезнувшая в огне и войнах, оставившая после себя лишь миф о величии. Библиотека Ашурбанипала, чудом сохранившая часть клинописных текстов, но все же растворившаяся во времени. И Либерия Ивана Грозного, загадочное собрание книг, о котором ходят легенды до сих пор. Но были и другие. Монастырские архивы, тщательно скрытые от посторонних глаз, подземные хранилища Востока, частные коллекции, которые исчезли вместе со своими владельцами. Почему исчезали библиотеки? Одни были уничтожены случайно, пожары, войны, природные катастрофы, другие исчезали намеренно, потому что в них хранились знания, слишком опасные для своего времени. Ведь любая власть боялась того, что не могла контролировать. И если в свитках действительно содержались тайны о происхождении мира или о скрытых возможностях человека, неудивительно, что их стремились уничтожить. Сегодня мы попробуем восстановить тени утраченного, погрузиться в мифы, легенды и редкие уцелевшие фрагменты, чтобы хотя бы на мгновение прикоснуться к величию забытых библиотек. Это путешествие в прошлое, где каждая история как шаг в глубину тумана. Ведь, возможно, именно там, среди пепла и руин, навсегда остались ответы на вопросы, которые до сих пор волнуют человечество. Среди всех исчезнувших хранилищ знаний одно имя до сих пор звучит как символ утраты. Александрийская библиотека. Она была создана в III веке до нашей эры по приказу Птолемея II, правителя Египта, стремившегося превратить Александрию в интеллектуальную столицу мира. Этот проект был грандиозным даже по меркам античности. Библиотека должна была содержать все знания человечества, от философии и математики до медицины и астрономии. Легенды рассказывают, что любое судно, входящее в порт Александрии, подвергалось особой процедуре. Все книги и свитки, находившиеся на борту, изымались и отправлялись в библиотеку. Там писцы делали копии, оригиналы оставались в коллекции, а переписанные версии возвращали владельцам. Так фонд библиотеки рос с невероятной скоростью. Говорят, в ее залах хранились сотни тысяч свитков, от египетских текстов до индейских трактатов и трудов древнекитайских философов. Но точных данных о масштабах библиотеки не существует. Одни источники утверждают, что она насчитывала более 700 тысяч свитков,
Другие называют цифру в 400 тысяч. Но даже если верить самым скромным оценкам, это было крупнейшее собрание знаний античного мира. В ее стенах трудились величайшие ученые своего времени — Евклид, Гипарх, Герофил. Здесь создавались карты мира, которые опережали свое время, и трактаты, от которых сегодня остались лишь упоминания. Что именно хранилось в Александрийской библиотеке, до сих пор загадка. По одним версиям, там были тексты о древних цивилизациях, исчезнувших задолго до Египта и Шумера. По другим — описание технологий, которые человечество снова изобрело лишь через 2000 лет. Некоторые исследователи даже предполагают, что в ней могли находиться свидетельства о контактах с далекими землями и народами, официально открытыми только в эпоху великих географических открытий. Но главная загадка — это не то, что хранилось в библиотеке, а то, что с ней произошло. История ее исчезновения — это лабиринт версий и догадок. Одни обвиняют в разрушении Юлия Цезаря, другие — халифа Аммара, третьи — саму беспощадную руку времени. И все же, несмотря на тьму и пепел, имя Александрийской библиотеки продолжает жить. Оно стало символом того, что человечество может потерять знания, но не перестанет искать их вновь. Сегодня археологи, историки и мечтатели по всему миру пытаются воссоздать хотя бы часть ее величия, собирая осколки информации из текстов, найденных в разных уголках света. Но каждый шаг лишь усиливает чувство утраты. Ведь мы никогда не узнаем наверняка, какие тайны были стерты вместе с исчезновением этого колосса мысли. История гибели Александрийской библиотеки – одна из самых спорных и загадочных страниц прошлого. Никто не знает точно, когда именно исчезло это величайшее собрание знаний, и в этом тумане неопределенности родились десятки легенд и гипотез. Первая версия указывает на Юлия Цезаря. В 48 году до нашей эры, во время войны с египетским фараоном Птолемеем XIII, войска Цезаря подожгли корабли в гавани Александрии. Пламя перекинулось на город и, как считают многие историки, достигло хранилищ библиотеки. Тысячи свитков могли сгореть в этом огне. Но некоторые исследователи сомневаются, возможно, пострадало лишь одно из зданий при библиотеке, так называемый «дочерний архив», а главный корпус продолжал существовать. Вторая версия связана с императором Аврелианом, который в III веке нашей эры вел войны за Египет. Его войска разрушили часть города, и библиотека могла оказаться в числе жертв этого конфликта. Но и здесь источники противоречат друг другу, упоминаний о масштабном уничтожении свитков мало. Третья версия переносит нас в IV век ко времени правления христианского императора Феодосия I. Он издал указы против языческих храмов и учений. По одной из легенд, именно тогда храм Сераписа, где хранилась часть коллекции, был разрушен и книги уничтожены. Этот акт мог стать символическим разрывом с античным наследием, которое казалось опасным для новой веры. И, наконец, четвертая и наиболее известная версия связана с VII веком, когда арабские войска под предводительством халифа Амара захватили Египет. Согласно поздним источникам, когда Амара спросили, что делать с библиотекой, он якобы ответил: «Если в книгах есть то, что совпадает с Кораном, они бесполезны, если же там написано противоположное, они вредны, так или иначе, они не нужны». И свитки были сожжены, их якобы использовали для топки бань. Но современные историки считают эту историю скорее легендой, созданной через много веков после событий. Так или иначе, мы никогда не узнаем точной даты гибели библиотеки. Возможно, она исчезала постепенно, в течение столетий, теряя фонды из-за пожаров, войн, грабежей и равнодушия властей. Может быть, никакой единой катастрофы не было, лишь череда маленьких трагедий, которые, как удары молота, разбили великое собрание знаний на пыль и пепел.
Последствия этого исчезновения трудно переоценить. Возможно, человечество потеряло труды ученых, которые могли ускорить развитие науки на тысячи лет. Математика, медицина, астрономия – все это могло шагнуть вперед гораздо раньше. И, может быть, сейчас наш мир выглядел бы совсем иначе. Но вместе с утратой родилась и особая мифология. Александрийская библиотека превратилась в символ вечного стремления человека к знанию, которое всегда находится на грани исчезновения. Задолго до Александрийской библиотеки среди песков Месопотамии появилось другое, не менее удивительное собрание знаний. В IX-VII веках до нашей эры в городе Ниневия, столице ассирийской державы, царь Ашурбанипал собрал коллекцию текстов, которая вошла в историю как первая известная библиотека человечества. Ашурбанипал был не просто правителем-воином, он был человеком, одержимым жаждой знаний. В отличие от многих царей, гордившихся лишь завоеваниями, он умел читать и писать, что само по себе было редкостью для правителей того времени. Более того, он считал знание оружием не менее важным, чем армию или золото. Под его началом писцы собирали клинописные таблички со всей Месопотамии, переписывали уцелевшие тексты и складировали их в специально созданных хранилищах. Фонды библиотеки включали десятки тысяч глиняных табличек. Среди них были хозяйственные записи, юридические тексты, медицинские трактаты, астрономические наблюдения, мифы и легенды. Одним из величайших сокровищ стало эпос о Гильгамеше, древнейшее из известных литературных памятников человечества. Именно благодаря этой библиотеке мы узнали о великом шумерском герое, его поисках бессмертия и трагической участи. Назначение библиотеки Ашурбанипала выходило далеко за рамки литературы. Там хранились медицинские рецепты, описания болезней и методов их лечения, были тексты по астрономии и астрологии, дававшие представление о том, как жители Месопотамии понимали небеса. Нашлось место и для магических заклинаний, и для трактатов по военному делу. Иными словами, это было целое зеркало мира, в котором отразилась жизнь древней цивилизации. Однако судьба этой библиотеки оказалась столь же трагичной, как и многих других. В 612 году до нашей эры, во время падения Ниневии под ударами медян и вавилонян, город был разрушен, дворцы и хранилища превратились в руины. И все же произошло странное чудо. Многие таблички уцелели. Огромный пожар, уничтоживший Ниневию, не спок, а напротив, обжег и закалил глину, превратив записи в прочные камни памяти. Благодаря этому часть коллекции дошла до наших дней. Сегодня таблички из библиотеки Ашурбанипала хранятся в музеях по всему миру, главным образом в Британском музее. Но сколько из них было уничтожено, рассеяно или потеряно навсегда, никто не знает. Эта библиотека напоминает нам о том, что даже самые великие цивилизации могут исчезнуть, оставив лишь обломки и тени. Но иногда именно эти тени становятся нашим окном в прошлое. Если бы не уцелевшие таблички, мы, возможно, никогда бы не услышали голос шумеров и ассирийцев, растворившийся во времени. Среди всех тайн русской истории одна загадка выделяется особенно. Либерия – легендарная библиотека Ивана Грозного. Ее существование до сих пор вызывает ожесточенные споры. Одни считают ее вымыслом, рожденным народным воображением. Другие – скрытым сокровищем, которое может до сих пор находиться в недрах Москвы. По легенде, библиотека появилась в России благодаря византийской принцессе Софье Палеолог, жене Ивана III, деда Ивана Грозного. Софья происходила из рода, давшего миру последних византийских императоров, и вместе с ней в Москву могли попасть бесценные манускрипты и книги, вывезенные из Константинополя после его падения
в 1453 году. Эти книги, как говорили, были собранием античных текстов, трудов греческих философов, хроник Рима и даже древнееврейских священных свитков. Иван Грозный, унаследовавший это собрание, якобы увеличил его, собирая редкие рукописи и книги со всего света. Но в отличие от открытой Александрийской библиотеки, Либерия была скрытой. Ее существование знали лишь избранные. Ходили слухи, что царь хранил книги в подземных хранилищах Московского Кремля или даже в катакомбах под Коломенским. Историки спорят, существовала ли библиотека на самом деле. Ни одного подтвержденного документа, описывающего ее фонды, не найдено. Впервые слухи о ней появились в XVII веке, когда европейские путешественники упоминали царскую коллекцию редчайших манускриптов. Но все попытки найти библиотеку оказывались тщетными. В XIX-XX веках проводились настоящие поисковые экспедиции в Кремле. Археологи и энтузиасты искали тайные ходы, подземные палаты и хранилища. Но находили лишь катакомбы и подвалы, следов же библиотеки никаких. Некоторые исследователи считают, что библиотека могла быть уничтожена во время многочисленных пожаров Москвы или увезена и спрятана в смутные времена. Другие уверены, она до сих пор скрыта под землей, и однажды ее найдут. Почему эта история так притягательна? Потому что легендарная библиотека Ивана Грозного, если она существовала, могла хранить тексты, которые навсегда изменили бы наше понимание истории. Представьте себе труды античных философов, сохранившиеся в оригинале, утраченные хроники Рима, научные трактаты, которых мир лишился при падении Византии. Возможно, там были знания, которые мы так и не смогли восстановить. Либерия остается символом не только утраченного, но и спрятанного. В отличие от Александрийской библиотеки, сгоревшей в огне, или Ниневейского собрания, пережившее катастрофу, ее судьба покрыта тайной. И в этой тайне кроется ее сила. Пока мы не знаем правду, мы можем верить, что где-то под землей все еще ждет сокровище знаний, которое способно потрясти весь мир. Если в истории человечества есть места, где тайна всегда соседствовала с истиной, то это монастыри. За массивными стенами, вдали от городского шума, веками хранились знания, которые могли изменить судьбы людей и целых государств. В монастырских библиотеках Европы и Востока скрывались книги, о которых мир почти ничего не знал. Рукописи, объявленные ересью, тексты, считавшиеся слишком опасными для простых смертных. В Европе первые монастыри стали хранителями письменного наследия античности. После падения Римской империи именно монахи скрипториев переписывали тексты Аристотеля, Платона, Галена. Но не все было доступно всем. Определенные книги, содержавшие опасные идеи, прятали в закрытых хранилищах. Там лежали трактаты о медицине, алхимии, астрологии и даже магии. Известно, что в Ватикане существует секретный архив, доступ к которому имели лишь избранные. Там, по слухам, находятся древние карты мира, апокрифические Евангелия и документы, которые могли бы перевернуть представление о церкви и истории. На Востоке ситуация была не менее загадочной. В тибетских монастырях высоко в Гималаях веками сохранялись рукописи, которые описывали практики и знания, недоступные европейскому миру. Ламы прятали тексты о природе сознания, описание медитативных практик и преданий о древних царях Шамбалы. Некоторые исследователи утверждали, что в этих книгах содержатся упоминания о технологиях, напоминающих современные, но записанные тысячи лет назад. Но, пожалуй, самой известной легендой о монастырских тайнах стала история католической церкви и инквизиции.
В эпоху охоты на ведьм в монастырях хранились списки запрещенных книг Index Librorum Prohibitorum. Многих из них уничтожали, но некоторые прятали. Среди них могли быть трактаты по алхимии, записи о древних ритуалах и даже тексты, которые церковь называла сатанинскими. В реальности это могли быть работы, опередившие свое время. Иногда запретные книги все же выходили наружу. В средние века странствующие ученые рассказывали о манускриптах, где описывались тайные рецепты, способы воздействия на природу и даже предсказания будущего. Многие из этих рассказов звучат как легенды, но историки находили следы подлинных рукописей, исчезнувших в неизвестности. Почему монастыри скрывали эти знания? Ответ прост — власть. Знание всегда было источником силы, и его контроль означал контроль над умами. Монахи знали, что некоторые тексты могут породить сомнения в официальной догме или открыть двери в мир, к которому люди еще не готовы. Сегодня исследователи и конспирологи продолжают искать следы этих библиотек. Кто-то говорит, что в глубинах Ватикана до сих пор лежат книги, написанные до Рождества Христова. Другие верят, что тибетские монахи хранят тексты, раскрывающие тайны Вселенной. Эти библиотеки остаются символом запретного знания. Они напоминают, что история человечества всегда была разделена на две линии: ту, что доступна всем, и ту, что скрыто за стенами, где молчание сильнее слов. Сегодня, в эпоху цифровых технологий, когда почти любое знание кажется доступным, интерес к исчезнувшим библиотекам лишь усиливается. Ученые, археологи и авантюристы вновь и вновь отправляются на поиски тех самых кладов древней мудрости, которые будто растворились во времени. И каждая новая экспедиция рождает новые легенды, новые вопросы и редкие, но невероятные находки. Одним из самых притягательных символов остается Александрийская библиотека. Несмотря на то, что историки считают ее уничтоженной, идеи о том, что часть свитков была спасена, не утихают. В последние десятилетия археологи тщательно исследуют подземные катакомбы Александрии и ее окрестностей. Некоторые утверждают, что под руинами античного города скрываются хранилища, недоступные для обычного взгляда. Там, возможно, лежат тексты, пережившие Великий пожар. Не менее захватывающими выглядят экспедиции в Перу и Боливию. Исследователи предполагают, что кипу, узелковые записи инков, это лишь верхушка айсберга. Где-то в джунглях, погребенные под землей или скрытые в скальных нишах, могут лежать целые архивы этой цивилизации. Легенды индейцев рассказывают о храмах-хранилищах, где инки оставили свои знания, чтобы однажды их нашли люди будущего. Особое внимание привлекают тибетские и индийские монастыри. В 21 веке туда начали допускать отдельных ученых, и они обнаружили тексты, о которых мир даже не подозревал. Некоторые рукописи описывают историю планеты задолго до известных нам событий. Другие содержат схемы и трактаты, напоминающие чертежи механизмов или медицинских устройств. Но доступ к большинству этих документов до сих пор остается закрытым. Монахи уверены, что человечество не готово к такому знанию. Современные поиски охватывают и Ближний Восток. В Ираке и Сирии археологи находят руины древних библиотек шумеров и ассирийцев. Таблички с клинописью все еще извлекают из песков пустынь. Ученые расшифровывают их десятилетиями, и каждый новый перевод меняет картину мира. Среди находок описание небесных явлений, странных существ и знаний о медицине, которые не должны были существовать в ту эпоху. Вместе с исследователями за потерянными библиотеками охотятся и коллекционеры. Черный рынок древностей полон слухов о манускриптах, вывезенных тайком из монастырей или раскопок. Кто-то утверждает, что видел фрагменты текстов из Александрийской библиотеки в частных коллекциях Европы. Другие рассказывают о странных книгах, написанных на неизвестных языках, которые никто не может прочитать.
Технологии 21 века открыли новые возможности. Спутниковая съемка позволяет находить руины, скрытые под песком или джунглями. Лидар помогает разглядеть города, поглощенные временем. Ученые надеются, что эти методы приведут к открытиям древних хранилищ знаний. Но чем дальше они заходят, тем чаще сталкиваются с молчанием. Рулины говорят намеками, а книги по-прежнему остаются за гранью досягаемости. Поиски продолжаются. Люди стремятся найти ответы, которые, возможно, изменят ход истории. Но каждый шаг вперед рождает новый вопрос. Готово ли человечество принять истину, если тайные библиотеки действительно будут найдены? История исчезнувших библиотек — это история человеческой жажды знаний и одновременно история утрат. Каждое упоминание о них словно отблеск света, вырывающийся из-за тяжелых дверей, которые так и не были открыты. И чем больше мы узнаем, тем яснее становится. Эти хранилища мудрости не просто собрание текстов, это символы борьбы между памятью и забвением, между знанием и страхом перед ним. Александрийская библиотека, клинописные таблички шумеров, инкские архивы, тибетские свитки — все они витают в истории как призраки, напоминая о том, что когда-то человечество стояло на пороге величайших открытий. Но эти пороги оказались разрушены, и мы, потомки, вынуждены собирать обломки. Каждая табличка, каждый фрагмент манускрипта, каждая догадка ученых — это шаг по следам давно стертых цивилизаций. Но вместе с этим возникает и другая мысль о том, что, возможно, эти знания исчезли не случайно. Легенды о проклятых книгах, о трактатах, которые могли вызвать бедствие, о свитках, открывающих запретное — все это заставляет задуматься, было ли уничтожение библиотек трагической случайностью или частью невидимого замысла. Может быть, человечество было сбережено от знаний, которые могли бы оказаться слишком опасными. Современный человек привык считать, что прогресс неостановим. Но тени исчезнувших библиотек напоминают, любое знание можно потерять, оно может быть стерто войной, огнем или преднамеренным уничтожением. И тогда будущее снова вынуждено начинать с нуля, идти по тем же тропам, открывать заново то, что уже когда-то знали наши предки. Эта мысль придает всей теме особую атмосферу трагической торжественности. Ведь, возможно, мы лишь хранители слабых искр того пламени, которое когда-то горело в хранилищах древних цивилизаций. И каждый найденный артефакт, каждая расшифрованная табличка — это не просто научная находка, это возвращение голоса тех, кто давно исчез. Но до конца ли мы готовы его услышать? Что если за словами древних мудрецов скрывается истина, которая разрушит привычное понимание мира? Что если в забытых свитках заключены знания о силах, которые могут изменить не только историю, но и саму судьбу человечества? Возможно, поэтому легенды о библиотеках и хранилищах до сих пор звучат как предостережение. Они манят, но и пугают. Они обещают истину, но несут с собой риск. В этой двойственности и заключается их вечная загадка. Мы ищем исчезнувшие библиотеки, потому что верим, там лежат ответы, но каждый раз, приближаясь к ним, чувствуем холодную тень запретного знания. И в этой тени скрыт главный вопрос: готовы ли мы, потомки, прикоснуться к тому, что оставили предки?